Привет, друзья! С вами Лада, и в этом видео покажу, как я сейчас наращиваю газетные бумажные трубочки в плетении. У меня уже было похожее видео, его можно посмотреть вот здесь, но с того времени кое-что изменилось, и все эти изменения я постараюсь осветить в этом видео. У меня часто задают вопросы на прямых трансляциях, почему именно так я наращиваю, и я решила снять отдельное видео для того, чтобы было более-менее понятно в этом вопросе, потому как в трансляциях не всегда бывает хорошее качество, и мы отвлекаемся на другие моменты, все не удается показать, поэтому снимаю отдельное видео. Итак, для того, чтобы у нас наращивание было с лицевой стороны незаметным, я стараюсь наращивать всегда за стойкой. И всегда стараюсь срезать целую скрутку. Вот здесь, например, мы подошли к этому моменту, у нас здесь кончик трубочки, вот отсюда у меня начинается скрутка, и я ее полностью срезаю так, чтобы мой срез был расположен прямо около стойки, ну, чтобы он ушел за стойку в итоге. Вот таким образом к себе я срезаю. Почему к себе, я сейчас все поясню. Кончик я немного расплющиваю, складываю пополам, вот таким образом. Тут могут ножницы помочь, либо ногтем можно. И вот посмотрите, как у меня выглядит сейчас кончик. Вот здесь вот такой заменчик идет. Далее я на него капаю клея ПВА. Беру трубочку. Здесь я могу этот кончик также срезать, могу не срезать. Тут все зависит, от ситуации. И вот вставляю этот кончик в трубочку. Посмотрите, что у нас произошло. У нас вот этот заменчик немножечко остался виден, совсем чуть-чуть, тут миллиметра 2. Но так как у нас он смотрит на нас, срез у нас был на себя, то когда мы с вами начинаем оплетать стойку, он идет, у нас прячется за стойку. И при плетении последующих рядов он совсем не будет виден. И с изнаночной стороны у нас также не будет видно этого заменчика. Плетем дальше. Допустим, вы срезали от себя. Давайте покажу я сейчас и этот тоже момент. Вы срезали от себя. Допустим, вот так вот. Да, как мы часто это все делаем. Срезали от себя. То есть у нас срез, получается, смотрит в другую сторону. Далее я немножечко кончик складываю. Также наращиваю. Но у нас вот этот заменчик немножечко остался виден. Допустим, хорошо. Я оплетаю стойку. Но что у нас происходит? Так как у нас был виден заменчик, и он у нас смотрел вот туда, то у нас и с изнаночной стороны он будет виден. Давайте посмотрим, что там у нас произошло. Вот у нас с вами изнаночная сторона. Давайте посмотрим на разницу. Вот здесь мы с вами срезали скрутку на себя, и заменчик, соответственно, спрятался внутрь. Посмотрите, у нас наращивание практически незаметно. А вот здесь мы отрезали скрутку от себя, и посмотрите, вот этот заменчик, он виден. И если таких заменчиков много, то наращивание, конечно, видно, и с изнаночной стороны будет не очень аккуратно все смотреться. Следующий нюанс наращивания, которым я часто сейчас пользуюсь, заключается в следующем. Вот я срезала скрутку практически параллельно стойке, чтобы наращивание у меня было за стойкой. Кончик я сложила пополам, ПВА сюда капаю. И беру следующую трубочку, и у этой трубочки в начале я немножечко обрезаю вот этот кончик, где-то миллиметра 2. Вот так вот у меня аккуратно все получается. Вот, камера настроилась. Так, и теперь я вот этот кончик обреза вставляю в этот кончик, который я подготовила. Вот таким вот образом. Также у меня вот этот заменчик виден, но он у меня прячется за стойку. С изнаночной стороны также он будет незаметен. При таком обрезании трубочки наращивание будет еще более незаметным.
Следующий способ наращивания мне недавно посоветовали, я его попробовала, скажу честно, что он мне не очень понравился, но я вам покажу его, может быть, кому-то он окажется более удобным вариантом. Итак, мы с вами срезаем скрутку под очень острым углом, как раз таки перед стойкой, за стойкой как раз у нас будет место наращивания, и я кончик не складываю пополам, вот так вот его оставляю, капаю на него клея ПВА. И беру трубочку следующую, и этот кончик вставляю в трубочку. Вот таким вот образом. Все. У нас наращивание произошло. Но здесь почему мне не очень нравится, потому что у нас наращивание совсем на очень маленькое коротенькое расстояние происходит, на сам срез. То есть дальше трубочка не идет. В принципе, это тоже можно так делать. Единственное, чтобы клей был очень хороший, чтобы схватывалось быстро, иначе, когда вы будете плести, то у вас трубочка может выскочить. Но если клей хороший, если вы хорошенько так зажали и капнули достаточно, то наращивание произойдет отлично. Еще очень часто на трансляции мне задают такой вопрос: почему я слишком много от трубочки срезаю, то есть даже чуть больше, чем сама скрутка. Вот как раз я подошла к самому интересному моменту, на мой взгляд, удобному для показа, для ответа на этот вопрос. Смотрите, здесь у меня наращивание, ну, трубочка уже здесь заканчивается, видите, да? И получается так, что здесь трубочка у меня идет на стойку, перед стойкой, в смысле, здесь за стойкой. Здесь уже она также идет за стойку, но здесь посмотрите, что у нас здесь скрутка. Также скрутка будет здесь видна. И получается, что я понимаю, что если я ее обрежу здесь и наращу здесь, то у меня скрутка будет на лицевой стороне видна. Получается, что мне нужно ее обрезать вот здесь. И, конечно же, у меня уходит и скрутка сама, и часть самой трубочки где-то на 1,5 сантиметра. Это кажется много, но я трубочек никогда в этом плане не жалею для красоты, для того, чтобы изделие было аккуратным. Поэтому я, не жалея, режу здесь вот этот кончик трубочки. Получается, я обрезала и саму скрутку, и немножечко от самой трубочки. Но, как я уже сказала, я в этом плане не жалею, потому что если бы я оставила бы скрутку хотя бы чуть-чуть, она у меня была бы здесь видна. Вот поэтому иногда в некоторых ситуациях получается, что обрезка кончика трубочки получается чуть больше самой скрутки. Еще я заметила один маленький нюанс, который позволяет с изнаночной стороны наращивать трубочки незаметно. Заключается он в следующем. Если мы с вами посмотрим на начало трубочки, то мы заметим, что кончик у нее выглядит следующим образом. То есть одна сторона приподнята, видите, да, другая немножечко опущена. Вот так выглядит кончик трубочки. И зачастую я этот кончик срезала где-то на 2-3 миллиметра. И таким образом наращивание с изнаночной стороны получалось незаметным. И я поняла, как можно наращивать незаметно, не срезая этот кончик. Нужно сделать так, чтобы вот эта сторона кончика трубочки, та, которая ниже, оказалась с изнаночной стороны. Как я это делаю? Очень просто. Итак, я обрезала кончик трубочки для наращивания, сложила пополам, все в принципе как обычно. Я надеюсь, что вам это все видно. Капнула клея ПВА, и теперь я беру эту трубочку с кончиком, вставляю вот таким вот образом, и дальше я немножечко ее проворачиваю, чтобы там, где у кончика поднимается вот это место, оно получилось с моей стороны. Вот. Итак, показываю еще раз. Вот у меня обрезан кончик у трубочки, который я вставляю в начало следующей трубочки. И видите, у меня начало следующей трубочки вот таким образом выглядит. Нам нужно с вами, чтобы вот эта сторона конца трубочки, где приподнята, находилась напротив нас, а это шла с изнаночной стороны. Как я это делаю, еще раз показываю. То есть я вставляю кончик и проворачиваю вот таким вот образом. Итак, у нас вот эта сторона кончика находится с нашей стороны. Еще покажу, потому что, возможно,
чтобы уж было понятно наверняка. Таким образом, даже не надо срезать кончик у трубочки. Достаточно просто взять, провернуть, и наращивание произошло. Сейчас покажу, как это все выглядит с изнаночной стороны. И с изнаночной стороны все выглядит следующим образом. Вот у нас места наращивания. Вот. И вот. Они практически незаметны. При таком наращивании все будет с изнаночной стороны аккуратно смотреться. При плетении других узоров я руководствуюсь такими же правилами, что я озвучила в этом видео. То есть я обрезаю кончик трубочки так, по ситуации смотрю, чтобы этот срез был у меня наиболее незаметен и с лицевой стороны, соответственно, и с изнаночной стороны. Ну и это касается и узора ситец, и веревочки в 3, в 4 и более трубочек. Также это касается других каких-либо узоров. Я в своих видео эти моменты все показываю. Я очень надеюсь, что это видео вам было полезным. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Впереди много всего интересного, и таким образом вы ничего не пропустите. Вдохновения вам, легкого плетения, и увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!